Без Дембеле, без Дуэ, но с Хвичи в старте ПСЖ добивается очередной разгромной победы, в этот раз над Аталантой. Лига чемпионов стартовала и Хвича вернулся. Что случилось в этой игре? А во всем по порядку, поехали! Друзья, всех приветствую в очередной раз, в этот раз из прекрасного города Батуми. Посмотрите, какая блестящая панорама и, конечно же, стадион, где не так давно Хвича Кварацхелия тоже играл и тоже выступал. Но сейчас рукоплещут ему другие стадионы, европейские. Сегодня в Париже состоялся матч, первый матч общей фазы Лиги Чемпионов, теперь так это называется, домашняя игра против Аталанты. Мы долго с вами переживали, что же с Хвичей, матч с Лансом. Я напомню, на 5-й минуте получает очень сильный удар сзади по икре Хвича Кварацхелия. Кажется, что, может быть, он травмирован, не выйдет играть, его меняют на 30-й минуте. Все мы с вами переживаем, думаем, хватаемся за головы, молимся, чтобы все с ним было в порядке. И в итоге медицинское обследование показывает, что все хорошо. Вчера на предматчевой тренировке я его не увидел, но сказали, что все будет окей, он будет играть. И вот буквально за полтора часа до матча видим Хвича Кварацхелия в стартовом составе Пари Сен-Жермен и готов творить очередную историю, готов показывать нам вообще, как грузинские футболисты способны играть в футбол, готов показывать это всей Европе. А если вам нравятся мои видео и вы готовы выразить поддержку и любовь этому каналу, обязательно подписывайтесь. 20 тысяч подписчиков, чуть-чуть осталось, я же знаю, вы долго смотрите, но не подписывайтесь. Пожалуйста, нажмите эту кнопочку. Дальше расскажу еще интересного много про Хвичу. Итак, Хвича выходит в старте, и выходит он против команды тренера Ивана Юрича, хорвата. Знаете, Иван Юрич, можно подумать, что это какое-то имя-отчество. Но нет, это хорватский специалист. И что самое интересное, что, конечно же, будучи игроком Наполи, Хвича против его команды, против Торино, играл уже и не раз. И вот просто какой-то потрясающий это тренер. Я не знаю, как он реагировал на жеребьевку, когда узнал, что опять придется с Хвичей встретиться, и с ПСЖ. Может быть, он даже втайне мечтал, чтобы Хвича сегодня не сыграл. Потому что 4 матча, 2 разгрома были со стороны Наполи, 3 забитых мяча у Хвичи Кварацхелии, 2 голевых передачи и только одно поражение. Один раз Торино смог обыграть Наполи. Но Хвича забивал в 3 из 4 матчей, представляете? И вот 5-я встреча Хвича с этим тренером. Не знаю, поздоровались они там перед матчем или нет, но определенно они друг друга уже очень хорошо знают. И я, знаете, когда эту статистику увидел, мне показалось, просто фантастика. Не с каждым тренером у Хвича такая результативность. Я подумал, уж сегодня Хвича должен забивать. Кстати, я совсем забыл про состав. Расстановка на SofaScore была, как будто бы Хвича сыграет слева. Я-то знаю эксперименты Луиса Энрике. Были у меня большие сомнения, что в итоге он ему доверит это место слева. Тем более, что Дембеле нету, Дуэ нету, они травмированы. Если вы не знаете, они получили травмы во время матчей сборной Франции. Вроде бы, знаете, раздувают люди травмы. Посмотрите, Ликанын играет, Хвича играет, а эти двое ребят, да, они получили повреждения, но не так это все критично. Дембеле, кстати, на матче был, с трибуны смотрел. А Луис Энрике вообще там откуда-то с верхотуры смотрел. У него теперь новое такое увлечение — смотреть футбол с трибуны, с самого верха. И, как вы видите, оно работает. Он первый тайм сверху смотрит, потом спускается. Хвича, Майлу, Баркаля. Такое было трио атакующее, немного нестандартно. Но когда я увидел это, понял, конечно, Баркаля будет слева. Какой Баркаля справа? Мы знаем, что он не может там играть. Майлу в центре. Как говорится, что имеем, то имеем. Что касается остальных позиций, Жоау Невиш, Витинья, Фабиан Руис, Маркиньос и Пачо, двойка центральных защитников, которые в чемпионате Франции против Ланса как раз таки отдыхала, не играла, вот они вышли в старте. Какой-то двужильный железный Хакими на своем фланге, как обычно, справа, и Нуну Мендеш слева тоже. Знаете, какой-то сумасшедший футболист с сумасшедшей выносливостью, Люка Шевалье по традиции в воротах. Вот такой был состав, и посмотрите состав Аталанты, и я посмотрев его, сразу подумал, что эти ребята вообще могут противопоставить Пари Сен-Жермен, пусть даже, может быть, сейчас и не в самом оптимальном составе, не в самой оптимальной форме, но тем не менее. И так оно и получилось очень быстро. Одна из первых атак. Знаете, любопытно, что никаких стандартов, ничего не было. Просто Париж, как всегда, попер свой сумасшедший прессинг. И на острие атаки оказался Маркиньос. Он получил передачу от Фабиана Руиса.
и, знаете, тыкнул, продавил оборону и как настоящий нападающий, настоящий форвард забил. И вместе с Хвичи и другими партнерами по команде они этот гол отметили. И вот уже 3-я минута, счет 1-0. Это было мощно. И вообще, знаете, вот по первым минутам игры было видно, что Хвича был дирижером. Он, знаете, он даже в какой-то момент, мне показалось, занимал позицию десятки, потому что мяч шел постоянно через него. Он себя предлагал, ему мяч давали, и по количеству касаний, ну, пожалуй, он был одним из лучших к тому моменту на поле. Я периодически следил за оценками Софаскор, и, знаете, там не самые они были высокие у Хвичи, но мне казалось, это просто недоразумение. Хвича раздавал, и мне запомнилась еще классная комбинация, когда он покатил на Хакими, тот опять отдал в центр штрафной, но там дело голом не закончилось. Баркаля был немного в тени в это время. Ну, в общем, моменты возникали. У Аталанты по итогам первого тайма вообще не было ни одного даже удара по воротам. А Хвичи, несмотря на то, что все-таки он тяготил к правому флангу, давайте посмотрим его тепловую карту. И здесь очень хорошо видно, что все-таки основной фланг в этом матче у него был правый. Он даже с правого фланга очень умело смещался. И давайте посмотрим, собственно, гол. На 39-й минуте Хвича смещается со своего уже привычного правого фланга. Никто его там догнать не может. Мяч прокидывает. Мне показалось, даже немножечко отпустил его, но никто из защиты Аталанты добраться до мяча не успел. И, кстати, обратите внимание, что Хвича в этом матче очень высоко натянул гетры. Возможно, и щитки у него стали более длинные после как раз того самого неприятного удара с лансом. Не знаю, с чем это связано, но раньше я такого не видел. В итоге Хвича смещается, бьет точно в угол, 2-0, и как будто бы все понятно. Проходит несколько минут, и Мартинес, как заправский форвард, врывается в штрафную, но в этот раз его останавливают, наступает ему прямо на ногу. Реф не видит этого эпизода, но идет смотреть ВАР. После просмотра ВАР решает пенальти. Я сижу в этот момент, ну не то чтобы молюсь, но думаю, ну дайте Хвичи ударить. Ну сколько пенальти, сколько запоротых ударов и Дембеле, и Витини. Ну почему нельзя сделать так, чтобы он пробил? Нет, в итоге идет бить Баркаля, бьет очень бесхитростно, очень слабо, буквально в руки вратарю. Вратарь читает, и знаете, Баркаля там, мне кажется, еще до разбега смотрел в тот угол, в который будет бить, а пенальти все-таки это психология. И эту психологическую битву Баркаля в итоге проиграл. Аталанта пенальти спасает, и со счетом 2-0 команда уходит на перерыв. Второй тайм начинается, в общем, в схожей манере. И, знаете, мне кажется, по моим ощущениям, во втором тайме Аталанта даже еще хуже стала играть. Еще меньше остроты на чужой половине поля, еще меньше моментов. И в какие-то моменты я смотрел, что просто 8 человек парижан прессингуют Аталанту. То есть вот эти вот истории про 2-0, когда это опасный счет, это не про Луиса Энрике, это не про Пари Сен-Жермен. Луис Энрике, кстати, как я сказал, спустился на второй тайм, уже смотрел матч с бровки. И Кварацхелия тоже был также опасен, но в забитом мяче он участия не принимал. Он, знаете, он не то, что только сам участвовал в голевых атаках, он еще и дирижировал игроками, подсказывал, кому куда двигаться. В общем, любо-дорого на это было смотреть. И вот атака с левого фланга. Баркаля дает передачу на Нумендеша, и тот сам раскидывает оборону, с острого угла бьет, без шансов для голкипера. Счет становится 3-0. Потом начинаются замены. К сожалению, получает повреждение Жоау Невиш, вместо него выходит Гонсалу Рамуш. Плановые замены — это выход Ли Кан Ина и Заира Эмери. И вот Ли Кан Ин, в общем-то, как и Жоау Невиш, это такие кореша Хвичи, я бы так сказал. И Ли Кан Ин как раз-таки отдает одну очень неплохую передачу на Хвичу, но там ее, к сожалению, перехватывают. И, наверное, последний эпизод, который я хотел бы вспомнить, когда Хвича был еще на поле, это его классная передача вперед на Хакими, но там какой-то олух, какой-то идиот просто выбежал на поле, и вот, представляете, стюарды побежали его ловить. И из-за этого голевая атака прервалась. Судья, конечно, отдал мяч Пари Сен-Жермен потом, но можно ли сравнить по динамике, вообще по опасности эпизода, то, что было до этого, с тем, что в итоге получилось? На 75-й минуте Луис Энрике делает еще две замены. Меняют Кварацхелию, Нуну Мендеша, выходят Мбае и Забарны. Тоже, наверное, предсказуемо. У Пари Сен-Жермен впереди важный матч против Марселя, поэтому нужно лидеров своих беречь. И тем не менее, это в составе Пари Сен-Жермен для Хвичи пока самый долгий матч в этом сезоне. До этого таковым была игра на Суперкубок Европы и были матчи, конечно, сборной Грузии. А вот по случаю Хвичи специальный салют. Гол Хвичи отмечает Батуми. Гуляем, гуляем. Хвича Кварацхелия. Хвича Кварацхелия.
Возможно, кричат сейчас там местные грузины. Но давайте мы вернемся к нашему рассказу. Спасибо за салют. Как раз он после матча Пари Сен-Жермен. Я сказал про концовку встречи, Хвичу Кваратсхелиа поменяли, и потом случился еще один гол. Там просто футболисты Аталанты подарили мяч Гонсалу Рамошу, и счет стал 4-0. Финальный свисток, расходимся по домам. Что значит эта победа? Да ничего, ровным счетом она пока не значит. Она значит только, что у Пари Сен-Жермен будет 3 очка, и вот в этой сумасшедшей таблице с огромным множеством команд, 36 команд, Пари Сен-Жермен будет где-то вверху, но посмотрите на календарь Пари Сен-Жермен. Ладно, Марсель в чемпионате Франции, всегда принципиальный матч. Марсель дал бой в Мадриде и даст бой Пари Сен-Жермен. Я уверен, что Хвича появится в старте. Он сегодня показал классную игру. Давайте, прежде чем мы к календарю перейдем, посмотрим на статистику Кваратсхелиа. Интересно, что у него ожидаемые голы 0,07. Это что значит? Это значит, что, в общем-то, голевых моментов у Хвичи не было. Он сам гол создал из ничего. Ожидаемые голевые передачи 0,3. Что это значит? Это тоже, что были неплохие передачи у Хвичи, но, к сожалению, они не были реализованы. Вот, например, та передача на Хакими. Ну вот как это считать? Передачу он сделал. Момент был голевой, да. Но кто ж знал, что этот идиот на поле выбежит? Смотрим дальше. Дриблинг. Вот это меня сегодня особенно порадовало. 3 из 3 удачных попыток. И Хвича прям уверенно смотрелся по этому показателю. Это я отметил еще даже несмотря на статистику. Касание. 82 касания мяча. Я не уверен, что у кого-то было больше. Тут, конечно, надо всех футболистов просмотреть. Я дам титр, если у кого-то было больше. Но мне кажется, что не было. При этом у Хвичи было 67 передач, то есть 15 касаний было всего без передач. Представляете, как много передач и 87% точности. Ключевые пасы 4, это вот как раз таки то, о чем я говорю. Это пасы, которые создают остроту, которые помогают мяч вперед продвигать и создавать моменты. Были и навесы, кстати, и длинные передачи, и борьба за позицию. 6 из 7 единоборств Хвича выиграл. Отличный показатель. Пожалуй, это основное, о чем я хотел сказать в этом матче. Давайте вернемся к календарю. Казалось бы, да, 4 корзины, ничего не поменялось. Но кто-то играет с Пафосом или с Кайратом, извините. А кто-то, как Пари Сен-Жермен. Давайте посмотрим, с кем играет эта команда. 1 октября. Матч против Барселоны, причем на выезде. Дальше. 21 октября. Матч против ливеркузенского Байера. Опять на выезде. 5 ноября домашка с Баварией. Ну, это тоже прогулкой не будет. Бавария сегодня Челси обыграла, если вы не видели. Дальше смотрим. 27 ноября Тоттенхэм Хотспур приезжает очень мощно, очень хитро и коварно, что мы видели еще по Суперкубку. Тоттенхэм Хотспур будет гостить в Париже. Далее, 11 декабря Атлетик Бильбао сыграет против Пари Сен-Жермен. Ужасно неуступчивая команда, тем более на своем поле. Арсенал вот их обыграл, но легко там не будет. 21 января, уже 2026 год, матч Спортинг Пари Сен-Жермен, встреча с Кочуарашвили. Вы, я думаю, прекрасно помните, я в своем анонсе про это говорил. 28 января Пари Сен-Жермен Ньюкасл, 8-й завершающий тур группового этапа. Ну вот такой календарь, представляете? Опять у нас будет куча классных противостояний. Против Мбаппе не будет играть. Ну какой будет матч против Баварии? Какой будет матч против Барселоны? Просто конфетка. Я призываю вас опять поставить лайк, подписаться на канал и дальше смотреть и болеть за грузинских футболистов, за грузинские клубы. Пишите, стоит ли делать стримы на Лиге Чемпионов. Я вот сегодня утром сомневался, стоит ли делать превью. Думал, ходил, но было много дел, в итоге не сделал. Вот скучали, ждали ли вы этого превью или нет, ждали ли вы это видео, пишите, пожалуйста, в комментариях. Для меня это очень важно, потому что канал, повторюсь, некоммерческий, и я жертвую собственным временем своей семьи, чтобы снимать эти видео, и нужно понимать, нужны ли они вам, нужны ли они вообще кому-то. Ну а завтра ждем матч Георгия Кочуарашвили против Кайрата, где есть Георгий Зария, но, к сожалению, пока травмирован, на поле не появится. А вот Кочуара наверняка появится. И тоже давайте в комментах проголосуем, стоит ли делать стрим по этой игре. В принципе, я это сделать могу. За Спортингом уже следил, и за Кайратом тем более. Поэтому можем этот матч вместе посмотреть. Если вы планируете его смотреть, тоже обязательно напишите.
Поздравляю всех со стартом Лиги Чемпионов. Поздравляю Микаутадзе с дебютом. Напомню, кстати, что он за Вильярреал дебютировал. Пусть проиграли 0-1, но неплохая игра. Главное, как говорится, начать. И поздравляю Хвичу с очередным голом в Лиге Чемпионов, с новым сезоном. Дай бог без травм и очередной финал. Надеюсь, в Будапеште. Не знаю, чем закончится, но пусть там тоже будет Хвича Кварацхелия. До новых встреч. Нахвамдис. Сакартвелус Гаумарджос.